Представители знака зодиака Рыбы. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад. Весна 2025 года. Месяца март, апрель, май. Что случится или в какой из сфер жизни вы будете принимать смелые решения до конца весны? Давайте заглянем в будущее, узнаем, что важно услышать на этот период или что ведет к переменам в вашей жизни, с чем это будет связано. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и, глядя на метафору карт, свою какую-то задачу каждый ведь обдумывает. Это только так и работает. И тогда или пазл какой-то сложится, или примите важное решение. Мы все ищем подсказки и никогда не знаем, откуда они придут к нам. Итак, в какой же сфере жизни или с чем это будет связано? Ваши важные решения, смелые решения, мои дорогие. И то, что неожиданно, то, что меняет вашу жизнь, или те перемены, которые приходят в вашу жизнь. Может быть, это и меняет вас, что ведет к переменам. Три карты события ближайшего будущего. И это ближайшее будущее может означать как несколько дней. Это уже ближайшее. Ну и до 2 месяцев, пожалуй, это тоже ближайшее еще где-то будущее. Поэтому мы не ставим временных четких рамок, у каждого по-своему. И три карты события отдаленного будущего. У кого-то могут события убыстряться, у кого-то наоборот растягиваться до конца мая. Мы все разные. Следующая карта. В чем риск? Что придется адаптировать или организовывать. И карта совет, в чем, возможно, придется порядок наводить в своей жизни, чему уделять внимание. Вообще, это карта самодостаточности. С одной стороны, эта карта, пусть не в этой колоде, у нас сегодня колода ангелов-хранителей или патронажа, поддержки ангелов. Девятка кубков, я называю ее еще картой эгоиста, поэтому, с одной стороны, есть такой риск, а меня сейчас все устраивает. Где-то эгоцентризм, он иногда присутствует, но если мы об этой колоде, то тут конкретно желание, мечты и счастье. Вот у вас на кону смелые решения. Да, это, наверное, с одной стороны, в вашем знаке, точнее, расположен северный лунный узел с января месяца. И это то направление, которое равняются все знаки зодиака, все человечество. Это духовность. Но есть все же в этой карте, опять же, присутствует материализм, где-то и прагматика, потому что это конкретика, то, что касается нашего благополучия. И южный узел Дева, это как раз о наших земных заботах, проблемах, вам соединять возвышенное и земное, отталкиваться от, или очень будет важно для вас, где будет смелое решение, какое же качество жизни в конечном итоге вы хотите получить, или где вы хотите оказаться, или для себя, как видите, будущее. И это не просто так видимость, мечта из разряда «было бы неплохо». Нет, это перевести в конкретную плоскость мои последующие шаги для того, чтобы я мог осуществить или могла эту мечту, намерение или цель. Оценить правильно собственные силы и как далеко вы готовы зайти в одиночку, кстати, потому что эта карта больше говорит о именно ваших личных задумках. Это не значит, что мы на кого-то надеемся. По этой карте мы развиваем самодостаточность, и поэтому насколько далеко я готов пройти один, или как глубоко я готов, может быть, углубиться в изучение тех или иных наук для того, чтобы, опять же, получить задуманное. И здесь может быть как и изучение чего-либо, как науки, да, обучение, обретение каких-либо навыков. Для кого-то из вас переезд может быть далеко тоже, потому что может быть такое, когда моя мечта ведь у каждого по-своему. Может быть, вы о чем-то мечтали, значит, каким образом это осуществить и переложить на практику, как это в реальной жизни осуществить по времени, что к этому нужно предпринять, создать какой-то тезис-план. Одним словом, детализируйте ваши намерения и цель. И смелые решения, скорее всего, вы будете принимать. Но посмотрите, какие шикарные предпосылки. Карта силы. Все в вашей власти. Да, карта мужества. Оно конкретно здесь прописано. И то, что мы, опять же, один ангел нам изображен. И если первая карта
и не на всех картах есть изображение ангелов в этой колоде. Значит, там, где нет этого изображения, целиком и полностью зависит от ваших собственных приоритетов, от вашей настойчивости, от вашей мудрости, от вашего терпения, ну и, понятно, от мужества, то, что вы хотите осуществить. Рассчитывайте сами на себя. Вот рассчитывая на себя, могу я осуществить свое желание или нет? Насколько оно жизнеспособно? А если жизнеспособны, вы себе отвечаете «да», тогда верьте в свою мечту. Потому что есть вот такая фраза: подумав, решайся, а решившись, уже не думай. Но с первой у нас идет подумав. Поэтому обдумать и есть смысл, то, что вы хотите получить. И если вы с чем-то определились, поставили для себя, ну, как ориентир, может быть, это ваша мечта, то тогда вы можете этого достичь. Но определенное мужество и путь в одиночку эта карта предполагает. Придется держать баланс. По аркану сила всегда проходит и дипломатия. Приходится договариваться. Приходится, может быть, и себя где-то останавливать. Не все складывается ровно так, как вы хотите. И для этого высшие силы вас наделяют и упорством, и мужеством, и конкретно силой, силой желаний и настойчивости преодолеть любые препятствия для того, чтобы ваш план был осуществлен. Вы можете столкнуться с каким-то противодействием, безусловно, потому что по этой карте мы все-таки договариваемся. Но у нас лев изображен, а лев – это прообраз собственного эго. А тем не менее, не все тут получается так, как мы хотим. Поэтому и требуется мужество рассмотреть новые варианты или принять ту реальность жизни, которая присутствует. У вас очень благополучные карты, но некоторую перерокировку и смелые решения вам точно предстоит сделать, потому что мы можем желать многого, но само по себе это не произойдет. И произойдет только от вашей активности, от вашей настойчивости. Так вот, насколько глубоко и далеко вы готовы зайти, чтобы осуществить свое намерение, цель, вам нужно определить весной, и в этом будут смелые решения. Ближайшее будущее. Вообще карта денег, карта процветания, изобилия, когда мы довольны собой. Может быть, сама по себе тема финансов или каким образом, откуда к вам приходят деньги. Вы можете как дополнительный доход сначала рассматривать или начать изучать ремесло или монетизировать свое творчество. Ну, пожалуй, самые разные направления. Но мы остаемся довольны. Хотя эта карта может означать такие сильные желания сами по себе. Иметь больше денег, иметь через деньги больше возможностей. Но не совсем нам тут говорят о том периоде, когда нужно успокоиться. И я могу предположить, у кого-то действительно сейчас такой жизненный период, когда вас все устраивает. Мы все разные. У кого-то куча проблем, а у кого-то наоборот, достаточно спокойный этап жизни. И вам уже не хочется что-то менять. Вам хочется скорее что-то вернуть из того прошлого, которое выглядит для вас надежным, таким уверенным. Давайте откроем следующую карту. Тогда вот это благополучие следует сохранять. Может быть, у кого-то связано, потому что следующая карта королева Земли. Это может быть конкретный человек, который вам помогает. Может быть, человек достаточно такой уверенно стоящий на земле, который работает сам на себя. Или это может быть ключевой партнер, бизнесмен или та персона, которая присутствует в вашей жизни, ну, может быть, как родственник или друг какой-то надежный. Может быть, с ним есть сотрудничество или партнер по бизнесу, какие-то совместные планы. Вы можете и надеяться на то, что вам человек придет на помощь. Да, с одной стороны, это люди надежные, но и вам, мои дорогие рыбы и рыбки, говорят, ведь королева Пентаклей, и вам предлагают примерить собственные, ну, жизнь как бы на эти энергии. Королева Пентаклей себя создала сама. Она умеет с нуля построить свое благополучие или тот план, идея, которая рождается в ее ментальности, она умеет осуществить на практике. По сути, она умеет сделать сказку былью и что-то подобное. У вас есть возможность. Но от правильной перерокировки оценки ваших собственных усилий или правильного распоряжения деньгами, или правильного сотрудничества, выбора правильного рода занятий и деятельности. Есть все-таки материализм, есть и возвышенное, но больше, я бы сказала, земного в течение
периода весны для вас. Может быть, это по аркану сила, это то, как конечный пункт, куда мы хотим прийти или чего мы хотим достичь. Но и рисковать вы собой не можете. Как ни крути, но реальность создаем мы сами. И вот все эти карты говорят, если ты с чем-то определяешься, не бездействуешь, составляешь, может быть, свой план, стратегию, тактику, и дальше будешь настойчив и мужествен, то у тебя обязательно получится как и реализовать самого себя, достичь той планки, которую ты сам себе опять же ставишь. А вот эта высокая планка, тут буквально люкс идет в этой колоде. Поэтому, может быть, это подобное жизни, уровня жизни другого. И кто-то из вас может к этому стремиться. Но насколько вы готовы далеко пройти в одиночку этот путь, нам ведь карты не говорят, а мы все разные. Давайте третью карту. Смотрите, какие у вас замечательные карты на весну. В любом случае реализовать свое намерение вы можете как минимум сделать первые шаги. Карта императрицы. Для кого-то из вас смена статуса, может быть и по личной жизни. Потому что часто карта императрицы говорит как символ нового я или статус. У кого-то этот статус буквально может проиграться, как вы встречались и был какой-то союз, дружба. Тут вы задумаетесь перевести ваши отношения на новый уровень. Или, мои дорогие, например, девочки, для кого это целесообразно по возрасту, по вашим намерениям. Я жду ребенка, вот такое может быть. Мои дорогие мужчины, здесь есть важная женщина в вашей жизни. И здесь это может быть кто угодно. Мои дорогие девочки, для вас тоже может быть какая-то важная женщина. И опять же, у кого-то это может быть адвокат, вот банально мы скажем, да? У кого-то руководитель проекта, может быть, научного. У кого-то мама или ключевой партнер по бизнесу. Ну, самые разные направления. Но для вас тогда это сотрудничество очень плодотворное. Вообще, это и вы можете поменять статус тоже. Поэтому это еще раз нам напоминает карта о дипломатии, потому что императрица, она себе не хочет навредить. Скорее, она найдет 1001 способ со всеми договориться. Поэтому смело говорю, дипломатия в центре вашего внимания в течение всего периода весны. Но ближайшее будущее перед вами открывает совершенно новые возможности. Хотя больше, конечно, нам говорят не о возвышенном здесь, мои дорогие рыбы и рыбки, как раз о земном. Давайте посмотрим. Ну вот смотрите, в отдаленном будущем выпадает 20-й старший аркан, и это как возрождение. Страшный суд. Суд вовсе не страшный. Это когда прошлое пытается оттолкнуться от нас. Поэтому, если мы пытаемся что-то удерживать или не хотим видеть, что наша жизнь меняется, мы живем с вами в эпоху перемен, ну, тогда вряд ли нам такие энергии помогают. Тут как раз встречай все новое, что приходит на твой порог, или встречай те перемены, которые происходят вокруг тебя. Правильно осознать или увидеть собственную роль, собственные возможности. Но для кого-то будет, знаете, как прощание с разочарованиями или с тем, что вы раньше не могли осуществить. Здесь могут быть те события, которые окружают именно вас, и неважно, из какой точки мира вы сейчас смотрите, это именно когда могут меняться законы, какие-то постулаты, взгляды, может быть, и как и барьеры какие-то падают, то, что вы прежде не могли осуществить. Но, видимо, за весенний период нас всех еще очень много новостей ожидает, и вместе с этим приходят новые возможности. Поэтому, если вы что-то из прошлого не сумели осуществить, к примеру, да, и вы об этом сожалеете, поверьте, мои дорогие, если вот эта мечта или идея в вас живет, значит, вы в течение весны увидите новые возможности. Кто знает, может, вы себя поблагодарите, что вы, ну, может быть, не решились даже на какой-то проект, или попробовали, а потом вынуждены были оставить, или та обстановка, которая прежде вам не давала что-то осуществить, то здесь по 20-му аркану мы все же идем вперед, потому что это, по сути дела, как освобождение от каких-то ограничений тоже, но и новый жизненный этап. Значит, эти энергии вы можете прочувствовать наиболее остро. И пятерка жезлов нам больше говорит о том, что информационный хаос. Вам придется правильно фильтровать информацию. Здесь могут быть и фейки в течение всей весны. И поэтому не согласиться, может быть, на тот проект, который поначалу выглядит как-то очень красиво, или обещают золотые горы, а за этим ничто не стоит.
Вы можете сталкиваться еще и с людьми, которые, ну, на вас тоже пытаются воздействовать, чтобы либо вы взяли на себя какую-то ответственность, или вы сами, мои дорогие, можете кому-то так довериться, и на доверии основано быть какие-то как соглашения, а то и построение важных документов. Кто-то может даже соскользнуть на то, что подписать важный документ как обязательство, потому что, ну, может быть, по доброте душевной, но по пятерке жезлов это еще все равно какой-то хаос, какая-то неразбериха. Анализировать информацию нужно, потому что среди вороха будет как одно рациональное зерно. Но прежде чем мы это вычленим вот из каких-то обстоятельств или новостной мишуры, это требует от нас работы и анализа или перепроверки людей и перепроверки информации. Ну и самому здесь будет важно не замечтаться, потому что мы можем хотеть настаивать на своем, но помните, здесь тут важный какой-то правильный ориентир от начала до конца, ведь все предыдущие карты говорят нам об этом, а по пятерке жезлов это некоторая дезорганизация, нестабильность, неуверенность. Анализировать те события, которые приходят к нам едва ли не каждый день. У нас насыщенная теперь жизнь, мы живем с вами в эпоху перемен. И вот это переводить на реальность, каким образом это может проиграться для меня в моей реальной жизни. Давайте откроем еще одну карту, но все равно карта будущего вам выпадает. И по этой карте, посмотрите, корабль у нас с крыльями буквально. И это как исполнение желания, как минимум одного. Часто аркан будущего нам говорит и о поездке или о переезде. Вы можете куда-то засобираться. Могут открыться и новые перспективы. Опять же, об информации нам говорит, потому что корабль – один из символов Меркурия. Мы ожидаем, что могут меняться, ну, уже где-то летом, когда Уран перейдет в знак зодиака Близнецы, будут более быстро развиваться технологии, цифровые технологии. Этому может быть отдан приоритет. Может быть, есть смысл изучить новые направления по части финансовой грамотности, изучить, что такое блокчейн или какие-то взаиморасчеты по части криптовалют. То есть финансовая структура мира, мы предполагаем, тоже будет меняться. И, может быть, заранее где-то себя подковать знаниями тоже определенно стоит. Потому что хоть вам и выпадает сразу такой прыжок в будущее, но тройка жезлов, она одновременно нам говорит о чем? Мы должны сделать некоторую паузу перед тем, как прыгнуть, да, вот в это будущее. Сделать паузу, чтобы проанализировать, проверить, все ли у нас готово, нет ли у нас из прошлого каких-то хвостов. То, что нас потом в последующем, в будущем, как что-то неожиданное может вернуться из прошлого, поставить нас в тупик, и нам придется переключиться на те вопросы, которые как хвост какой-то нас тянет назад, и тем не менее мы вынуждены будем уделять этому внимание самым серьезным образом. И это могут быть у кого-то кредиты, у кого-то это могут быть не подписанные документы или наоборот подписанные документы, но какие-то неправильные, может быть, соглашения, которые вас в какие-то обязательства, может быть, ввергают. Вот будьте очень аккуратны, не создайте для себя некоторого тормоза, который вам может вас остановить или теперь, или в последующем, как камнем быть преткновением, мои дорогие. Поэтому анализируйте и в то же время не упустите то, что может быть для вас прогрессом. В чем риск? Восьмерка жезлов больше, конечно, нам говорят о скорости. Поэтому не упусти время. Может быть, теперь весной к вам приходит как озарение, или вы окончательно понимаете, чем вы хотите заниматься, или в чем вы видите свои перспективы. Для знака зодиака рыб, даже астрологически, есть такой момент, что в течение своей жизни рыбы могут изменить кардинальным образом свою профессию, к примеру. И я могу допустить, что вот в эту эпоху перемен кто-то как раз этим и занимается. Вы могли иметь диплом один в одной специальности или, может быть, два диплома, а теперь вам захочется заниматься чем-то совершенно другим. И у меня, так должна сказать, не один знакомый, который как раз высот определенных добился совершенно не в той области и не в том дипломе, где он оканчивал университет, правда. И это происходит несколько спонтанно, когда мы слушаем свою мечту или когда мы лично видим и хотим заниматься только тем,
что нам интересно, что нас вдохновляет. И у вас получается вот этот скачок в будущее, как изобилие, процветание, достичь. Правда, ваш знак очень такой своеобразный и интересный, но возможности у вас, мои дорогие, есть всегда. И вот это ускорение, может быть, это как ускорение смелого решения, ведь девятка воды, она не говорит об ускорении. Тогда она может быть карта, как в чем риск, потерять какой-то темп, нам говорят. Сама по себе карта многозадачности, кстати, и отчасти это то, что я говорила по пятерке жезлов, много информации, много людей, и вам нужно с этим совсем правильно разобраться. Может быть, завершить какие-то дела из прошлого. Но когда выпадает эта карта, мы чего-то не можем отложить на потом. И поэтому в чем риск? Вы отложите что-то на потом, думая, что ну я подумаю раньше, а потом уже этого времени не будет или будет упущена какая-то возможность. Поэтому будьте внимательны. Тут в моменте здесь и сейчас, может быть, где-то весенний период вам и следует прожить или оставаться. Но это все то, что я говорила. Что вам нужно адаптировать или организовывать? И как раз аркан юстиции и говорит причина и следствие. А мы с вами рассматривали этот вопрос, как в отдаленном будущем по тройке жезлов, чтобы не было каких-то хвостов. Пусть эти хвосты выглядят как договоры, соглашения, подписание важных бумаг. Это то, что нам в будущем может прилететь, как привет из прошлого. Поэтому сам по себе закон, безусловно, проходит по этой карте, поэтому действуйте по закону. Приводите в порядок действительно все бумаги, потому что в этой колоде это еще и прописано конкретно карма, судьба. И судьбу мы строим сами. Поэтому будьте внимательны, не будьте небрежны. Чаще всего, если мы прежде поступили хорошо, правильно, то тогда нам пространство Вселенная как раз с какими-то плюсами или с помощью людей других, пусть не тем, кому мы помогали, а руками именно других персон, нам возвращают те добрые дела, которые мы осуществили прежде. Но в то же время, что организовывать придется или себя адаптировать. Может быть, как раз и адаптировать придется, закрывая какие-то бреши. И тут ведь у каждого по-своему. Поэтому помните, что закон судьбы или кармы, он все-таки работает. А по сути дела, это знание законов. Это как ваша система той местности, где вы находитесь. Мы не идем против этой системы. Скорее мы согласовываем. Но карта дает тогда совет. Если ты не знаешь, как поступить, обратись к юристу или адвокату. Обратись к знающему человеку, потому что проходят представители власти также по этой карте. Или суды проходят, значит, тоже нужно что-то завершить. В чем же вам нужно навести порядок? Когда выпадает пятерка воды, и нам прорисована, да, как девушка, очень такая красноречивая карта, которая закрыла глаза, она сожалеет, рыдает буквально, поскольку разлились 3 кубка с молоком. И ей кажется это непоправимым. А ангел, который стоит у нее за спиной, словно успокаивает ее и говорит: открой глаза, посмотри в другом направлении. Тебе нужно, открыв глаза, поднять голову, увидеть вот эти 2 кубка и вот еще пакет молока. Я хочу свести к словам Клаудио Пинейро и надеюсь, что это будет вам как подсказка, в чем навести порядок. Так вот, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.